Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и нашими встречами по пятницам с политтехнологом Андреем Золотаревым. Он на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте. Вечер добрый. Ну, знаете, как это вечер? Как у вас дела? Там, два через два или там 2 через 4, да, как... 4-2. 4 часа без света, 2 часа со светом. Вот, Это поэтому вернулись верные отключения, и, друзья, это как бы лишний повод поставить лайк, потому что когда, ну, условно, да, спикер из Украины, это не только там какие-то вот эти все идеологические, много обсуждаемые ограничения, а и вполне себе такие физические, ну, вот такие объективные. Поэтому, друзья, все подпишитесь на Андрея Золотарева, ссылочка, как всегда, в описании к этому каналу. Будем сегодня обсуждать главное, будем сегодня обсуждать то, что действительно всех волнует. И начнем, пожалуй, с, конечно же, правил нашего эфира. Все традиционно. Ваши вопросы принимаются в сообществе YouTube заблаговременно, абсолютно открыто. Если не хотите так открыто, закрытый клуб Шелеста в Телеграм-канале. Милости прошу. Там тоже можно задать вопрос заблаговременно. А так будем, конечно, общаться с чатом трансляции. И спасибо всем большое за то, что отправляете вопросы и комментарии по QR-коду. И в функциях, если есть в вашей стране, супер спасибо, супер стикеры. Это очень приятно и здорово. Меньше часа остается до эпохальной встречи Трампа и Зеленского. Хотя ее эпохальность подмыла эпохальность Будапешта, о котором стало известно вчера. В связи с этим вопрос, чего будет добиваться Зеленский на встрече с Трампом? Опрос нашего эфира. Варианты ответов. Деньги, ПВО, дроны, оружие. Личных гарантий безопасности. И два варианта с отсылкой на Будапешт. Сорвать встречу в Будапеште или напроситься на встречу в Будапеште. Андрей Владимирович, какой вариант бы вы выбрали? И действительно ли подорвала всякий интерес вот эта встреча Зеленского и Трампа? Вот такая беседа двухчасовая Путина и Трампа. Ну, учитывая то, что и с Зеленским Трамп не намерен долго общаться, там даже включая обед с Зеленским, всего 2 часа. В 15:00 по Вашингтону Трамп отправляется в Мар-а-Лаго, свое имение в Флориду, где он обычно проводит уикенд. Вот, поэтому, я думаю, двухчасовая беседа с Путиным оказалась большим сюрпризом для Зеленского и компании. И я думаю, очень сильно, удивлен, это такой уже эвфемизм, я думаю, очень сильно расстроен, но полетел он в Вашингтон, естественно, первая позиция. Это томагавки, патриоты, там прочее оружие и, возможно, деньги. Ну, деньги это так. По-моему, Трамп вполне четко и конкретно занял позицию о том, что больше бесплатных пирожных не будет, денег не будет от Соединенных Штатов, ничего бесплатного он не дает, поэтому и по вооружениям там же требуется добрая воля Трампа, чтобы он разрешил. Но учитывая вот такую двусмысленные то, что за предыдущие 2 недели двусмысленные ответы Трампа насчет томагавков, это породило такую полуэйфорию, и даже появилась, опять же, секта свидетелей томагавков, вот, на смену секте свидетелей Джевелинов, Байрактаров, F-16, Шторм Шэдоу, Атакамс, теперь секта свидетелей томагавков. Верую, что даст великий Трамп даст Украине томагавк. Если ты сомневаешься, ты как вражина, как минимум. Вот. А всякие разумные замечания насчет того, что томагавки это такой, это не принесите, заверните, это не такой товар, который можно купить в магазине, в том же военторге. Они требуют пусковых установок, платформ, морская или авиационная. А наземных их попросту они тут несколько штук только на Филиппинах, и это просто так не завернешь. Во-вторых, на томагавке это носители ядерного оружия, это элемент стратегической ядерной триады со всеми вытекающими последствиями. Вот это никто не хотел слушать. Вот там даст, уже и Financial Times даже, учитывая то, что специфическое, скажем так, реноме Financial Times, которое она заработала за последние годы, 50-100 штук томагавков, но Трамп вчера
видимо, уже не досуг было по итогам. Там же пообщался с журналистами. После Зеленского он с журналистами общаться не будет. Не запланировано по ходу Ну, встречи. Вот что Трамп. там до Да. запланировано подход, это вот будет буквально меньше, чем через час, или примерно через час, вот так, да, и обед. То есть они выйдут, чего-то там на камеры поручкаются, какие-то, может быть, вопросы, вот это традиционное Не, ну это томагавканье пролетное. журналистов, Да. они там чего-то будут выкрикивать, те будут на что услышали отвечать, а потом откушают за закрытыми дверями. Ну, так, ну это ж не полноценно, я думаю, журналисты будут не удовлетворены. А вот вчера то, что он сказал, ну, на вопрос журналиста о томагавках, нам самим нужны томагавки. У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их запасы ради нашей страны. Они нам тоже нужны. Вот конкретный ответ. То есть это ну, такой вежливый отказ. Далее он свел это к шутке. Я сказал Путину: вы не возражаете, если я дам несколько тысяч томагавков вашей оппозиции? Ему эта идея не понравилась. Трамп говорит. Там также спросили, пытался ли Путин помешать поставкам томагавков в Украине. Конечно, вы думаете, он скажет: пожалуйста, продавайте эти томагавки, я очень благодарен. Я очень ценю то, что Путин пытался меня остановить от продажи ракет томагавк. Вот Я бы хотел, чтобы мы вежливый. здесь остановились. Смотрите, ведь это очень важно. Я хотел бы, чтобы мы рассмотрели эту встречу, потому что, ну, это нужно с политтехнологической точки зрения, потому что видна техника. Ну, это класс технический Трампа, политический технический класс. Значит, два момента прокомментируйте. Вот это то, что вы зачитали в конце. Ведь многие украинские телеграм-каналы, СМИ, они как-то вот не дошли до этой строчки. Я очень ценю, что Путин меня отговаривал. Это Да. один момент. А второй момент тоже очень такая не шибко расхожая цитата. Я всем напомню, что это вчерашняя ночная история, ну, по нашему часовому поясу, да, ночная история, там, понятно, день. Вот откуда это все? Там вообще презентовали новую медицинскую программу. Программа же потрясающая. Потрясающее воображение. То есть Трамп выходит, там Кеннеди-младший, министр здравоохранения, и они рассматривают вопросы, как сделать так, чтобы ну, искусственное оплодотворение, то есть сейчас на самом деле современный мир просто ужас, что это, объективные есть факторы. Не могут люди родить ребенка, не могут, они стараются, не получается. И поэтому прибегают к помощи медиков. И он запускает программу, которая кратно удешевляет вот это, то есть он хочет рожать американцев. И вот на вот этой как бы встрече понятно, что вопросы про томагавки, они как бы понятно неуместны. Но он сказал фразу, которую я хочу, чтобы вы прокомментировали. Третьей мировой из-за Украины не Не будет. будет. Вот, вот в этом, э, пожалуй, ну, не надо быть великим аналитиком, чтобы понять то, что в ответ на просьбы насчет томагавков будет отказано Украине. И дело даже не в количестве, в том, что они самим Соединенным Штатам нужны. Знаете, вот, их томагавков наштамповали порядка 7 тысяч штук. 3 тысячи из них, ну, либо были списаны, либо были использованы по назначению. Ну, вот в первую каденцию Трампа, когда били по Сирии американцы, там порядка 60 томагавков израсходовали. То есть применяются они массированно, то есть не так, что запустили там одну ракету. Одна ракета — это такая легкая добыча для ПВО. Осталось чуть более 4 тысяч. Ну, вполне достаточно, но это же политический вопрос. Но искусство сделки вот в трамповской интерпретации — это вот так раскачивать ситуацию. Помните перед Анкориджем, что было? Вспомните, разговор о санкциях, ну, так, Трамп включал жесткача. Ну, а потом, как говорится, плавно откатил, отъехал. И я думаю, и в этот раз Трамп вот разогревает перед переговорами. То есть громкие заявления, но обратите внимание, между вот, за этот промежуток времени, который прошел со дня встречи на Аляске, не было ничего. То есть да, были громкие заявления, жесткие заявления, но не было ничего сделано в рамках. То есть я понимаю, если бы там, Трамп ввел какие-то жесткие санкции в отношении России, этого не произошло.
равно как и томагавки не были отправлены в Жешу, там, на вот эту логистическую базу, через которую поступают вооружения Украины. Этого не случилось. То есть и в Кремле прекрасно это видят. И вот там отвечают тем же. Рябков играет в такого злого полицейского, говорит о том, что импульс исчерпан. Тут появляется Дмитриев, говорят, он прилетит после Зеленского, ходят такие слухи, что его ожидают на следующей неделе в Вашингтоне. Вот. И говорит о том, что ничего подобного. Все, диалог идет, особенно в экономических вопросах, много точек соприкосновения. И фактически потом Лавров, он не дезавуировал Дмитриева, напротив, поддержал его позицию. По сути, в диссонанс с тем, что говорил постоянный представитель России в ООН Рябков. Вот. Ну, там, ну, если бы Дмитриева вспомнили, сегодня разошлась. Это же, я считаю, это прям потрясающе тоже. Это вот, значит, в соцсети X Дмитриев просит Маска подключиться к интересному проекту «Соединить Россию и Америку мостом через Берингов пролив». Причем нашлись там какие-то архивные кадры, там типа еще Хрущева, времена Хрущева, да, вот этот мост, который там единение, вот это вот все, давайте возродим. Так-то стоит 60 миллиардов, но новые технологии. Короче, в 8 можно уложиться, и будет такой классный мост, и, в общем, можно будет А ехать. смысл? Смысл? Ну, это такие, ну, это, знаете, пиар-заявление. Такое. Естественно, такое заявление подхватят, оно будет цитироваться, оно полетит, будут упоминать Дмитриева, да. Возможно, его пиар-советники высокопрофессиональные, но с моей точки зрения логистики, какие там дороги на Чукотке? Ну, кто будет, ну, Якутия, там половина дорог грунтовки и зимники. То есть, и Камчатка, Чукотка, ну, это ж такие гиблые места. Ну, вы сейчас выступаете, знаете, в роли какого эксперта? Я слушал подобные эти... Помните, когда Крымский мост строили? Да он не выстоит. Да вообще зачем он нужен? Да ну его этот мост. Ну, Да кому он нужен этот мост? Вы о чем? не, ну я же не говорю, что его невозможно построить. Современная техника, ведь исходили из каких оценок, которые Крымский мост пытались строить немцы. Его запланировано окончание строительства начали строить в 43-м, планировали закончить к августу 44-го года. При этом протянули канатную дорогу, которая позволяла обеспечивать 17-ю армию вермахта на Кубанском плацдарме. Вот, и планировали довершить дело мостом. Но забили и сваи, но другое дело то, что там же специфика грунта. Но современные технологии вполне преодолевают эту проблему и увидели. Я не относился к тем экспертам, которые говорили, что Крымский мост невозможно построить. Нет, Вот. вы задаете еще более интересный вопрос. Зачем? Так есть ответы, зачем. Ну вот смотрите, ближайшая встреча Трампа и Си Цзиньпина, она расставит все точки над «и». И к этому идет определенная накачка. Рушатся рынки, выходит Бессент, говорит, Ну, значит так, говорит. в ночь с 9 Рынки, на 10 Трамп это показал. значит так, говорит. Мы, конечно, за высокие рынки, ну вот эти все цены, там криптовалюты, фондовые биржи, мы за это, но они должны быть высокие, потому что вот мы такую политику ведем, поэтому на временные трудности не обращаем внимания. То есть Америка, как бы сцепив зубы, следует, ну, собственно, вот этому этой стратегии переговорной Трампа. И вот вы говорите, мост не имеет значения. Так а если с Дальним Востоком произойдет потепление? А если Китай, да, то есть если КНДР, они же... Прощание детей дорог. Да, ну это ж я так далеко в будущее не заглядываю, я не отношусь к футурологам, что там железную дорогу, сеть дорог. Крымский мост тут все понятно, да, ну, поскольку логистический Крым уязвимый, да, тут логика вполне понятная. Железнодорожный, автомобильный мост, и вот и проблема связи с остальной частью России решена. Вот. Но с мостом через Берингов пролив, ну, это такое, да и Аляска не такой уж оживленный уголок Соединенных Штатов Америки, более того, малонаселенный.
Поэтому тут, Да, ну тут надо как бы да, смотрите, уточнить. да, Уточнить я просто могу сбить всех, да, вот этим мостом, да, мостом. Речь идет о тоннеле все-таки, то есть тоннель по дну моря, типа Ла-Манша, что-то такое, вот тоннель. Мост, это ну, имеется в виду мост в фигуральном смысле этого слова, что соединить Америку и Российскую Федерацию. Поэтому тут для точности, ну, чтобы просто люди понимали. Вернемся к нашим баранам. Андрей Владимирович, ну, правда выглядят как бараны? Причем это и не потому, что хочу там оскорбить и покуражиться, понасмехаться, а это ну, это оценка. Это вот действительно публицистическая оценка происходящего. Прилетает Зеленский, значит. Его встречают у трапа самолета представитель протокола, два человека, мужчина и женщина. Также на видео, на фото запечатлен один, ну, как бы нацгвардия, там кто они, да, солдатик, в общем, молодой, высокий, молодой. Куртка у него такая же, штанишки такие же, как у Зеленского, только все выглажено, там, все по размеру, все вот в такой цветовой гамме, ну вот только лучше. И Зеленский. И встречает его Ермак. Ермак его встречает с самолета. А еще начальник. поставили для проформы, ну то есть, чтобы были они, чтобы они вот как бы важность момента подчеркивали. Экипаж пилотов, который вот, собственно, посадил этот самолет. И вот устроили такой коридор, он со всеми поздоровался, ну, для картинки, и, так сказать, пошел. Слушайте, ну это прям многое говорит еще до начала встречи о встрече. Ну, почетного караула красной дорожки не было. Да, и понятно насчет гардероба, конечно. Знаете, ну что вы хотите от Владимира Александровича, который ну, никогда не служил в армии, тут стиль милитари. Ну, иногда вот тем, кто это же у нас вошло в моду с подачи президента, но на очень многих персонажах как на коровье седло смотрится. Пардон. Вот. Ну а тут понятно, что надо ж создать картинку. В создании картинки и в создании видимости ну, представить то, что хочется ну, тебе видеть, нежели есть на самом деле. Тут, пожалуй, Владимир Александрович, как представитель, бывший представитель шоу-бизнеса, ну, как говорится, впереди всех остальных. И понятно, да, отношения. Ведь кто бы что ни рассказывал, но отношение Трампа и трампистов, и его команды к Зеленскому очень кислое. Ну, Трамп не забыл о договороспособности, об обещаниях Зеленского, не забыл о том, что ну, из-за чего случилась вторая попытка импичмента. Поэтому вот такое отношение. Я думаю, что как раз место встречи Путина и Трампа в Будапеште, это как раз вот такое наглядная демонстрация отношений. Если Трамп принимает Орбана в Мар-а-Лаго у себя во Флориде, ну это как раз показывает то, что это, с этим человеком у него особые отношения, он допущен в дом. Вот. Но Владимиру Александровичу это не светит. Зеленского на порог Маралага не пускают, это правда. Может ли Зеленский устроить шоу «Овальный кабинет 2», как было в начале года? Ну, я думаю, что у Трампа постараются этого избежать. Трампу этого не надо, но и это шоу, оно ничего, кроме проблем, в том числе для самого Зеленского, оно не принесет. То есть тут э, может, конечно, но это, знаете, это будет выстрел себе в ногу. Ну, смотрите, то шоу тоже было выстрелом в ногу, но его сочли Ну, рейтингообразующее. Сейчас вовсю трубят и ну, говорят о том, что Зеленский да. готовится к выборам. По-моему, лучшее, ну, как бы лучшее место, чтобы начать уже официально избирательную кампанию. Нет, ну, может очередное шоу плюс там 5-10%, а Трамп создаст проблемы, которые обвалят, как говорится, до точки зеро э, рейтинг Владимира Александровича. Вот и все. То есть смысл. Вот, поэтому, ну, из произошедшего 28 февраля в овальном кабинете, по-моему, Зеленский определенные выводы сделал. После чего дякую, дякую, ну, как, там, спасибо, спасибо. То есть, вот, он уловил то, что ему подсказали, о том, что Трампа надо благодарить. Вот он и благодарит. С Там, дулей в кармане. конечно. Вот, ну, сомневаетесь?
Значит, Актерских способностях. о встрече в Будапеште. Сейчас все ломали, ну вот буквально со вчерашнего вечера, и вот уже сутки ломают голову, а как тут окажется Путин в Будапеште. Значит, за Телеграф, кстати, Ну, спасибо им за честность. Они вот написали как есть, говорят, Европа унижена, это вот прям все. То есть розпрягайте хлопці коней, все. Секрет Полишинеля, я всегда говорил о том, что Трамп лютой ненавистью по отношению к Брюсселю, к брюссельским евробюрократам и так далее. И если с кем и будет выстраивать отношения, то с персонально. Ну, с Орбаном, с Мелони, там, с тем же, возможно, Фицо. Ну, там я не посвящен в нюансы отношений, но вот с Орбаном и Мелони все окей. Вот. А Путин, ну, так уже там у нас уже начали фантазировать о том, что трубопроводным транспортом, тем более, что, судя по Курской и операции в Купянску, трубопроводный транспорт россияне вполне освоили, но еврочиновник тут же из, как говорится, со стороны Евросоюза о том, что санкции не касаются, Путин может спокойно прилететь. Да, и ведь Орбан уже, по-моему, четко сказал, что он гарантирует безопасность Путину. Поэтому никакого, уже был прецедент с саммитом в Душанбе. Таджикистан тоже член Международного уголовного суда. Но там и не пикнули. Более того, королевские почести Путину, там кортеж, портреты и так далее. А в Международном уголовном суде никто не вспомнил. И в Будапеште точно. Собственно, о том, что страна присоединилась к протоколу, никто не вспомнит. Но Путин тут же спокойно тут другой прилетит. момент, понимаете? Еврокомиссия вышла и Жители не официально подошли. сказала, никто никакие санкции конкретно на Лаврова и Путина не Да, накладывал. Им можно взять и прилететь, вот просто взять и да, да, прилететь в Будапешт. Но тут же да. другой момент. Унижение Европы заключается в том, что их никто не зовет. Вот только сейчас, по А прошествии место? часов Да. 12, начали говорить о том, что Зеленский может подъехать, подскочить, как говорится, да, на эту встречу. Что вы думаете по Ну, поводу двухсторонней встречи, которую обсуждали сегодня Рубио и Лавров, и Орбан созванивался с Путиным? Может это превратиться в трехстороннюю? Ну, есть такая вероятность, я ее не отбрасываю, тем более, что Трамп, он переворачивает представление о, скажем так, искусстве переговоров. Ведь посмотрите, из Газа ну, он пошел абсолютно нетрадиционным путем, вопреки ортодоксальным наставлениям по ведению переговоров, протрубил о победе, о том, что договорились, война прекращена, а дальше, как говорится, в руки конкретных спецов вы улаживаете нюансы, как там обмен задержанными, там 2500 на 20 израильтян, обмен телами, отвод войск, вот это все улаживаете, но, как говорится, штаны через голову, ну, пока получилось. Я думаю, что надолго это перемирие, это не полноценный мир на Ближнем Востоке, может надолго и не хватить, сколько уже было с Арафатом таких прекращений огня. Вот. Но тем более, что Хамас продемонстрировал, что не собирается сдавать оружие. Более того, пошел там косить представителей тех кланов, которые сотрудничали с израильтянами. То есть проводит зачистку, расстрелы, казни своих потенциальных оппонентов. Поэтому я ему много гроша не дам в том, что там все закончилось, но мир проаплодировал, да, это выглядит как победа Трампа. Здесь может быть что-то такое, ну, нетривиальное, потому что обычно двусторонние встречи происходят, когда на 90% все договорено, остаются детали, которые надо дотащить. И тогда уже выходят лидеры. Тогда, как говорится, красная дорожка под софитами, щелканье фотоаппаратов, пожимают друг другу руки, подписывают документы. Здесь, ну, это окно возможностей. Как вы думаете, если, ну, встреча состоится, потому что есть все равно вероятность, что, во-первых, лаг неделя, две, во-вторых, вроде как обсуждают только Будапешт, но посмотрим, как выгорит, и все наверняка тоже будет зависеть от итогов, может быть, частично, хотя бы минимально, но и сегодняшних встреч.
А тут же какой момент? Вот что Трамп, за счет чего, что, в общем, он предложит Зеленскому? Или на что укажет? Или какие, как бы, ЦУ ценные указания даст? Ведь, давайте так, Зеленский прилетел на одной, как бы, метле, а, собственно, может улетать абсолютно поверженным после этой встречи, потому что она, еще раз повторюсь, уже не Но нам становится об этом не важной. сообщат. Нам об этом не сообщат. Знаете, вот как в старом бородатом советском анекдоте, когда Наполеон, Гитлер там стоят на трибуне Мавзолея, смотрят на военный парад. Гитлер говорит: если у меня были такие танки, я бы завоевал весь мир. Наполеон говорит: если бы у меня была газета «Правда», то я бы не узнал, никто бы не узнал про Ватерлоо. Вот. Ну, про Ватерлоо Зеленского мы можем еще не скоро узнать. Опять же, по долетающим. Нам могут представить все очень весьма все красиво, все было прекрасно, даже там продолжится эта истерия с томагавками. Вот, но, как говорится, глаза в глаза, там Зеленский может услышать неприятные вещи, в том числе там, касающиеся вывода украинских войск с Донбасса. Там как-то он не сильно оппонировал этой идее. Вот, и я думаю, вполне это допускает. И он может, ну, в принципе, из возможных вариантов, вот надавить на Зеленского, надавить на Путина, Трамп в итоге выбирает такой третий вариант, кажется, отойти в сторонку. То есть я сделал все, что мог, поэтому я думаю, что в итоге так и будет. Приходит очень интересная информация о том, что Зеленский ночевал в Вашингтоне в резиденции для гостей Белого дома сразу за его забором. Ну, за забором Белого дома. То есть под забором Белого дома ночевал Зеленский. Ну, это как бы в качестве хохмы. Ну, Это это уже интерпретация, естественно. Он не на каремате, не в спальном нет, нет, мешке, нет, там гостевой домик, все как положено. это комфортные человеческие условия. Это просто, почему об этом пишут сейчас, это впервые, да, значит, пресс-пул американского президента сообщает, что вот это впервые, да, то есть обычно они как бы там по-другому ночуют, а вот это вот прям вот под Белым домом, сразу, чтобы недалеко как бы было выходить. И в этом году впервые встреча пройдет не в овальном кабинете, а типа за столом, кушая. Не испортит ли аппетит Трампу Зеленский? А аппетит могут испортить и Зеленскому, тем более, ну, многочасовой перелет, переакклиматизация, иногда кусок горла не лезет. Могут вполне испортить аппетит друг другу. Вот, то есть такой, тем более, ну, явно вот тот сценарий, ну, как бы тот бриф, как переговоров, по которому готовили Зеленского, он, ну, поломан. То есть сценарий сломан. И явно готовили Зеленский к такому повороту, то, что сначала договорились с Путиным, а уже его поставили перед фактом. И о чем там будут вести разговоры? Ну, наверное, скорее всего, Трамп попытается нажать на Зеленского. Увенчается ли это успехом? Ну, Зеленский такой человек, что может сказать: есть, да, есть, ну, как это уже было с европейцами. Ну, а потом развернуться и сделать по-своему. Ну, на саммите в Париже мы это видели, когда через 20 минут Уитков выскочил как ошпаренный. То есть, оказывается, трудности перевода возникли, друг друга не поняли. То есть, в Вашингтоне все было гладко, вроде бы, как говорится, акцептируем, принимаем, ну, а в Париже оказывается, что интерпретировали уже совершенно по-другому. Так тоже вполне. Интересно пишет Эксиос. Во-первых, там до сих пор не отбрасывают тему с томагавками в этом издании. Говорят, что дадут, ну, какие-то старые, те, которые легко сбиваются ПВО, те, которые надо списывать. И публикуют очень интересный, скажем так, момент заявления Ермака. У Ермака тоже все очень и очень кисло выглядело. Одна встреча вот эта с активистами на улице, с двумя. Ну, там еще не с Raytheon встречались, корпорация, которая производит ракеты для Patriot и так далее. Но
Нет, ну, нет, я имею в виду на улице, когда он идет, спасибо вам за поддержку, а из поддержки там мама и сын такой большой, Ну, больной, все обвешаны флажками, и вот это вот выставляют как и подпись, да, что в США все поддерживают Украину, а там реально пустая улица и два человека. Ну, то есть такой достаточно эпизод. Так вот он заявил о том, что, опять-таки, Ермак заявил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным в любой точке мира, но не на территории России или Беларуси. Значит, он есть еще лично, Иран, есть еще Пхеньян. да, Пхеньян, Да, Пекин, да, то есть, в общем, смотрите, не было же этого условия. Ну, было сказано не в Москве, хорошо. Уже там начали подшучивать, давайте на Кубани. А ну, другие говорят, давайте в Крыму, символично будет. А третьи говорят, так Минск, двери открыты, и Лукашенко достаточно активен в последнее время. Зачем он сейчас отсекает Минск? Не связано ли это с тем, что буквально там день назад Зеленский заслушивал какую-то тайную информацию о действиях российских войск в Беларуси, но, в общем, ничего не опубличили, сказали, рано вам это знать. ну, у нас с 2020 года идет накачка образа Беларуси как потенциального противника, то есть формирование образа врага. То есть, и иначе как самопровозглашенным президентом Лукашенко не называли. Ну, правда, еще при этом в то время еще созванивались, еще коммуникация была. А некоторые там за особо тесные отношения, он уже там по четвертому уголовному делу пошел. Вот депутат Шевченко, который в санатории у деда Лукьяна отдыхает вот, на Дегтяревской. Поэтому ну, тут как бы на фоне того, что мы слышали о Беларуси, о Лукашенко за последние 5 лет, ну это понятно, это Минск, это не камильфо, то есть это потенциальный, это де юре союзник России, то есть член ДКБ и так далее. Поэтому, ну, Будапешт, почему? Не нравится Минск, получите Будапешт. Понял. Как вы думаете, возможно ли, ну прям мирная договоренность, в общем, мирный договор? Прям вот приедет Трамп, Путин, приедет Зеленский и все распишут. Нет, вот так легко уж точно не получится, что приедут и все распишут. Ну, возможно, какие-то подвижки, вот какой-то, ну, скажем так, деэскалация войны может, но так что вот с лету. Хотя, ну, мы ж услышали на этой неделе, там, опять же, целая у нас секта провидцев тоже образовалась, ну, начиная с Юлии Владимировны. Но у Юлии Владимировны хотя бы, когда мои дорогеньки, там конец войны не за горами, я, честно, скептично такие заявления воспринимаю. Но у Тимошенко хотя бы есть инсайдеры в Вашингтоне. То есть ее там некоторые депутаты, известные в узких кругах, довольно активно занимаются лоббированием, коммуникацией с лоббистами. У них, как говорится, есть инсайды, реальные инсайды. Возможно, отталкиваясь от них, Тимошенко сделал это заявление. Но откуда они могут быть у Камельчука, там, до РИС-2, там, вот, остается только гадать. И там у Макса Бужанского, что в ноябре уже и Гордон присоединился. Но если Гордон сказал, то точно ничего быстро не остановит. Мгм. Ну, я понял, вы так, как это, анализируете от противного. Но если так подумать, ну, смотрите, а зачем вот эта вся чехарда с Трухановым? Многие сошлись на том, что это перед выборами. А тут же какая задумка? Закончить войну до Нового года, там запустить по супер ускоренной процедуре там на 3 месяца, предвыборку, да, вот этот вот, как бы внести закон о военном положении, чтобы его как бы не отменять, но и агитировать можно было. И весной взять и провести выборы, и нормально переизбраться. Ну, знаете, комментируя ситуацию с Трухановым, в подлость политиков люди охотнее верят, чем в их глупость. Вот тут остается только гадать, чего здесь больше, глупости или подлости. Поскольку Труханов был абсолютно лоялен офису президента и демонстрировал это. То есть нигде поперек ветра и не встревал. Но, очевидно, 13-миллиардный бюджет Одессы, плюс земля, плюс разные доходные места. Ведь основной закон украинской политики в чем? Потому что сохранение количества свиней при скудении
содержимого корыта неумолимо ведет к ожесточению внутривидовой борьбы, что мы и наблюдаем. Вот, собственно, чекистам и отдали Южную Пальмиру вот, доедать. Это прежде всего, поскольку тут, мне кажется, шкурная тема. А уже второе – это политика. Поскольку, тем более, там, разговор о том, что Зеленский заработает на этом бабло, ну, какая-то логика в этом есть, поскольку для части одесситов Труханов ассоциируется с коррупцией, с бардаком, который привел, допустим, той же трагическим последствиям потопа в Одессе. Ну, мы же это помним не так давно. 10 человек на минуточку утонуло. И для других он защитник русского мира, защитник памятников Пушкину и так далее. Вот, ну, но сильно на этом не заработал. Но в сухом остатке это борьба, по сути, это обрезание местного самоуправления, то есть его ликвидация как такового. Сегодня там по мэру Выжгорода там, суд меру пресечения. Я думаю, надо напрячься и Кличко, ну, его будут обкладывать, судя по всему. Там блицкрига не будет, там будет идти планомерная осада, то есть будут выдергивать там уже там и по департаменту образования, там от коммуналки перешли к департаменту образования, то есть выдергивать людей, шатать ситуацию. Я думаю, напрячься стоит и Филатову, ну, не знаю, найдут ли у него израильский паспорт, но Израиль же не проходит под категории вражеского государства. Вот. Но явно история с Трухановым тут право и не ночевала. Поскольку если бы в этой стране было право, ну, для начала бы разобрались с гражданством Умерова, Арахами или того же Шефера. Гуляют же там скан его, собственноручно заполненная анкета на российский паспорт. Но формула Франциска Франко. Друзьям все, врагам закон. Вот. Тем более, что тут еще, как в торте Наполеон, многослойно. Еще может оказаться, что эта история еще и кнется и Малюку, поскольку ну, уже и Христо Грозев заявил о том, что СБУ оперирует фейками. Ну, как бы Bellingcat у нас принято считать за авторитетный источник. Возможно, да, действительно подсунули туфту, но учитывая высокий интеллектуальный уровень, эту туфту протолкнули президенту. Подождите, Ну, ведь это на самом деле очень серьезный прецедент. Я понимаю, что с точки зрения там, политического анализа мой следующий вопрос должен, и наша тема для обсуждения должна быть, а вот самоуправление, а что это значит, а там это для выборов, чтобы сфальсифицировать за Зеленского, или это для того, чтобы денежные потоки, кормовая же база сужается, нет денег уже ну, в таком вот я же достатке. говорю, корыте содержимое оскудело. Ну, то есть, Вот, и надо а как бы... количество свиней сохранилось. Вот и виск, бодают друг друга, отталкивают. Ну, И нужно как бы действительно, нужно вот бороться за вот эту наживу, за монетизацию вот этой власти. Однако, а, давайте все-таки попробуем понять, ведь это же колоссальный удар, шлепок просто по щеке или там по другим частям тела, а, ну, украинских спецслужб. Таких гениальных, которые паутину смогли организовать, таких гениальных, которые там взяли и там крымские мосты взрывают, и такие диверсии, и такие не... Помните, был прям период, когда этого Малюка везде пихали, то есть и это все он, это вот Малюк, это Малюк. А сейчас, получается, Малюку принесли этот с фотошопа, туфту, да, вот, и он показывает и говорит, вот, смотри, это же Малюк показывает, это же конкретно, это же вот те же самые люди. Тогда получается, мы, если будем дергать за эту ниточку, получается, что и другие дела, фуфло, ну, ну, мы такой можем сделать вывод. Ну, при чем здесь? Мы такой вывод можем нас сделать. впереди ждут масса офигительных историй и открытий. И я боюсь, очень многие будут шокированы, но знаете, чего вы хотите от Малюка? Ну, Малюк явно не сэр Харель. Помните, был такой отец-основатель Моссада, вот, который заложил очень многое, благодаря чему Моссад стал синонимом эффективности спецслужб. Со временем узнаем подноготную многих вот этих спецопераций, мы будем удивлены, кто там и что там.
Ну, знаете, если у нас ГУР награждает онлифанщицу или там девочку из эскорта, потом, а она, ну, как показатель ее умственного интеллектуального развития 6 тысяч с камером скормила, 6 миллионов с его счета. Ну, не знаю, есть ли там ведомственная награда, медаль за половые услуги, но это показатель того, с кем имею дело и качество работы. Между тем, люди находятся в полнейшем неведении и в такой, ну, в Украине, и в такой панике, да, по вот нескольким причинам. Во-первых, усиливается ТЦКшный наезд на общество, прям с каждым днем. Причем там, где, казалось бы, можно было легко подъехать, засунуть в бус какого-нибудь там в селе какого-нибудь мужичка, сейчас это уже сделать сложно. А сейчас еще и пошли мобильные блокпосты, активно стали, вот, как говорится, меняем. Ну, этой ночью два военнослужащих погибли, то есть выставили мобильный блокпост, фура влетела, два трупа. Вот. Но то, что я говорил о том, что ТЦКшный беспредел будет усиливаться, гайки будут закручиваться, это происходит. Но ведь и я не раз говорил о том, что ЦЦК это не про ну, пополнение личным составом ВСУ. Это еще и элемент полицейщины. То есть формирование полицейского государства. То есть демонстрация того, что простой гражданин никто, ноль, пыль под ногами, с ним можно делать все, что заблагорассудится. То есть, чтобы остальные сидели и боялись. Вот в этом ключе и продолжают. Потому что у нас все же пытаются списать на ТЦК, вот провалы, дескать, то, что так плохо с личным составом, это все ТЦК. Но ТЦК кто-то же дает зеленый свет. Это же винтик в системе. А этот винтик кто-то смазывает, кто-то дает ему возможность так крутиться, брать, сидеть на колоссальных взятках. Ну, выйти сейчас с ТЦК это десятка. Выйти из бусика от 500 до 1000 долларов. И эти деньги крутятся, ну, и оно ж куда-то идет. И Да, значит, понятно, собираются это там, сейчас прямой эфир, собираются там на лужайке, так сказать, караул с флагами, ждут Зеленского, который будет подъезжать к Белому дому, буквально там считанные там, 10 минут, да, и, собственно, выйдет Зеленский, чего-то может с прессой перемолвиться, обмолвиться какими-то заявлениями, и пойдут на обед. Ой, поминальный обед какой-то да. получается. Ну, тут надо специалистов по невербальному поведению. То есть, ну, Владимир Александрович сейчас находится в таком состоянии, когда даже без слов понятно, ну, его настроение. То есть физиономисты вполне легко читают текущее настроение. На чем сердце успокоится, как вам кажется? Ну вот, смотрите, тут же какой момент там? Обмен землями. Помните эту идею? Ее так просто затерли, затерли, затерли. Ну, сказать, что там этого не будет. Ну, Ну, Зеленский говорил, но он говорил о том, что не отдадим. Так подождите, не отдадим и не обменяем. Это разные вещи. ну, а что на что менять? Донецкую область Украины на Харьковская, Днепропетровск. Харьковская, Сумская, Днепропетровская. Ну, уже Купянск уже можно менять. Как говорится, это же важнейшая узловая станция. Ну, там, по-моему, уже у военных нет никаких иллюзий, что будет с Купянском в ближайшие дни. Вот. И в Днепропетровской области уже там бои там ПГТ не Покровск, а Покровская там, в Днепропетровской области. Это уже там ближе к Павлограду. Там уже бои. Межевую эвакуируют. Вот. Понятно, что то, что мы слышим, когда у нас сводки Генштаба превращаются в пропаганду, то есть они в информацию, ну, соответственно, это формируется какая-то параллельная реальность. А в ней, видимо, живет президент, когда говорит о том, что там, ну, как говорится, наступаем. Ну, видимо, Трамп, когда он говорит о том, что там в украинском наступлении, ну, он не знает, что у нас идет наступление под Добропольем. Только у военных совершенно иная оценка того, что там происходит. Поэтому условия, я думаю, что все будет крутиться вокруг тех условий,
которые вы были сформулированы в августе 2024 года на коллегии российского МИД. Каких-то серьезных отступлений, ну, там, за год мы не увидели, я думаю, и сейчас не увидим. А значит, что вот с этим, вокруг этого придется вести переговоры. Ну, то есть, как это, 4 области, да? Крым. Да. Ну, там, возможно, я же говорю, у Трампа нигде не было сказано, что он против вывода украинских войск из Донецкой области, но, возможно, там замораживание линии фронта там, в Херсонской и Запорожской области. Так, можно, но не более. Вы Давайте. думаете, вот тоже это фрагмент сегодня был из материала Financial Times, причем такого, знаете, специфического. Я очень так, ну, скептически посмотрел на то, как об этом описывали Анкоридж, да, о том, что там Трамп повышал голос, Трамп был готов смягчить санкции, отдать вот эту Донецкую область или надавить на Зеленского, чтобы отдал Донецкую область и заморозка по линии. Трамп был вообще там на все готов. Только нужно останавливать войну немедленно. А Путин, мол, такой, вообще какой-то идиотизм, если честно. А он говорит, ну как описывают Путина? А он Рюриковича опять вспоминал, там, давай, вот эта вся история. Стал этим Трампа, и даже Трамп обед отменил. Ну, знаете, это уже... э, Опять же, не читайте советских газет. Смотрите, ну, не слушайте, что говорят, смотрите, что делают. Ну, что делают, мы увидим за это время. Ничего плохого Трамп Путину за это время не сделал. Так а что делает вот сейчас Путин? Вот какая стратегия у него, как вы думаете? Ну, стратегия, если Украина не идет на те условия, которые ну, выдвигают как базовые для мирного урегулирования, продолжение войны. И ресурсов все-таки, ну, как бы там ни было, там, понятно, есть Z-военкоры, паникеры, там, пессимисты, которые о том, что Европа сколько надо денег даст, и не смотрите, что там у них там проблемы, они сколько надо напечатают, но э, как-то за все это время вот тот, как говорится, донатную банку на оружие для Украины, как было там 2 миллиарда 100 миллионов, так за месяц эта сумма не увеличилась. Вот. А бесплатного оружия от Соединенных Штатов больше не будет. Вот, правде надо смотреть в глаза. Поэтому продолжение, да, войны на истощение. Но продолжение войны, возможно, этой зимой минус энергетическая инфраструктура, да, там, может полностью не погасит Украину, но в режиме, как мы в начале передачи говорили, 4 часа без электричества, 2 часа с электричеством. Вот. И ни в чем себе не отказывать. М, Польша говорит, что так можем воевать года 3. Ну как Польша? Да, Сикорский, который шахеды возил и пугал шахедами там на выставках. а, Фотографировался. Смотрите, какие страшные. Сейчас полетит на нас, на европейцев. Я вообще не вижу, как Украина может продержаться. Ну, ну, 3 месяца может, конечно, но 3 года. 3 года, ну, ну, вот, и это ж, опять же, отталкивается от того, что сказал Зеленский. 60 миллиардов на будущий год. Ну, 60 миллиардов собственные доходы бюджета, 60 миллиардов для того, чтобы продолжать войну надо. Что, репарационный кредит? Ну, возы не там. Вот, по-моему, ну и в конце концов эти 140 миллиардов не закрывают все проблемы. Это раз. МВФ говорит еще, чтобы закрыть текущие дыры в бюджете, там на Украине надо 30 миллиардов. Ну, откуда возьмутся эти деньги? Поэтому, война, ну, это прежде всего история, деньги это ресурс. Нет денег, не купишь оружие. Нет денег, не заплатишь военным. Нет денег, не выполнишь ну,
нечем будет платить зарплату тем же полицейским, ТЦКшникам, выполнять социальные обязательства. Паралич государства. Давайте коснемся еще гуманитарной сферы. Смотрите, давайте попробуем исходить из того, что, ну, в любом случае, просто так встречаться не будут. Да? И Трамп что-то вот попробует провернуть, ну, чтобы закончить войну. Я имею в виду даже гипотетически, предположим, Будапешт состоится. Вот прям все состоится. Даже туда там Зеленский подскочит, тоже будет за забором в гостинице ждать, когда они там встретятся, чтобы в нужный момент, как черт из табакерки, чтобы вот это все, ну, именем пиара, именем шоу, именем вот этого Трампа, ну, как вот с Газой, да, как в Шарм-эль-Шейхе, ну, вот что-то подобное. Там же сразу прибегут вот эти там друзья Трампа, чтобы ему на поклон, так сказать, пристать. Это все мы будем наблюдать. Но гипотетически заканчивается война, имеется в виду военные действия. Так в Украине русский язык никто не возвращал, наоборот, да, то есть душат. Армию сокращать. Нет, ну можно, кстати, пойти вот этот... Я, кстати, давно подозреваю, что вот эта СЗЧшная история, это вот такая какая-то, какой-то мыльный пузырь. Нет, много СЗЧшников. Понятно, куда ни плюнь СЗЧшники. Но это прям какая-то там загадка. То ли по отмыву денег командирами, то ли по какому-то, какой-то такой истории, что если там объявили в СЗЧ, убили на войне, то выплаты не... То ли в целях экономии, то ли в какой-то... Есть какая-то материальная цель у этого. Можно взять СЗЧшников, сократить из армии и сказать, о, все, у нас там вот сколько там нас тысяч. Ну, там сторговаться там на 500 или там на 250 или на 300, ну, условно. А таких и реально воюют, реально бойцов таких, так их столько-то. Не тех, которые там чалятся по полигонам, по которым стреляют по 2, по 3 раза, никто не переносит их. Или там инструкторы с зарплатой по 20 тысяч гривен. Поэтому тут можно как бы сыграть. На что Украина не может пойти? Как вам кажется? По идее, вот, из тех ультимативных требований Путина, ну, практически там, 90%, э, если отталкиваться от того, что говорят наши официальные лица, это неприемлемо, это ни при каких условиях. А даже если пойдут, ну, то тут же начнется, появится снова толпа, появится ни зради, ни капитуляции. Собственно, эта песня хороша, начиная сначала. Помните же 20-й год, там, под офисом президента, что там происходило. Поэтому пойти можно ради сохранения страны на 90% того, что было заявлено год назад России, ну, Путиным, в качестве таких предельных и ультимативных требований. Но не обернется ли это для страны после, как говорится, подписания такого перемирия, после такого похабного мира, не обернется ли это еще большим уже внутренним противостоянием? Я говорю, что именно так, по такому сценарию все и пойдет. Поскольку ну, мы же забываем, там, когда обсуждаем квадратные километры, какая область, там же еще есть требования денацификации, демилитаризации. Вот это же звучит общее, а там, когда дойдет до конкретики, там, боюсь, это будет разрывать Кого? страну. Ну, вот кого Да. разрывать? Ну, как отреагируют те, кто, как говорится, привык, ну, скажем, профессиональные патриоты наши, те, которые позволяют себе говорить от имени украинцев, как они отреагируют, допустим, если там будет касаться вопросов языка, образования, там, ну, или там возврата, откатить назад там, по вопросу языка там, или по вопросу церкви. Ну, по церкви заметили, что обороты как бы немножко сбавили вот этой антицерковной кампании. Ну, судья заболела в суде. Ну, да, вовремя. Там, соответственно, на месяц перенесли. То есть пока тянут время банально, но
тут же будет все зависеть, насколько жестко заявят эти требования. И просто так это явно, допустим, ну, одесситам, там, был, если вопрос с русским языком, там, с исторической памятью или харьковчанам, это вполне приемлемо и зайдет, то боюсь, что для Запада Украины это будет вот та самая капитуляция, та самая зрада со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот тогда все начнет и шататься. И похабный мир может обернуться, плавно перерастет в руину, что уже не раз было в украинской истории. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они выглядят следующим образом. И спасибо большое за то, что приняли в нем участие. 6 тысяч голосов, 6400 мы получили. 13% чего будет добиваться Зеленский на встрече с Трампом? Напроситься на встречу в Будапеште захочет. 20% сорвать встречу Будапешта. 22% личные гарантии безопасности будет требовать, чтобы его никто не трогал. Ну и 45% это деньги, ПВО, дроны, оружие. Короче, дай. Деньги давай, любимая песня 95-го квартала. Деньги давай. Альпийское нищенство. Да уж. Перейдем к вопросам, которые вы оставляли. Давайте так пройдемся и по ним в таком своеобразном режиме Блиц. В общем, вот такие вопросы. Оксана спрашивает. После встречи на Аляске и вчерашнего разговора Трампа с Путиным реализуется согласованный план, включающий визит Зеленского в США. Причем Зеленский об этом плане не знает. Ему внушили, что США его поддерживают и заманили в Белый дом под предлогом предоставления томагавков, отстранив европейских союзников. Ожидаю, что на закрытой встрече с Трампом Зеленского будет оказано сильное давление и принуждение к принятию условий, которые пошли. В прошлый раз Зеленский и европейские лидеры дружно приняли в Белом доме. Но впоследствии был демарш Зеленского и коалиции желающих в Париже, после которого вылетел Витков. Ну, то, что вы упоминали. Путин звонит Трампу, говорит: Дональд, ты же видишь сам, они недоговороспособны. И в итоге не лоха развели и в овальном кабинете покажут толстые папки и пленки. Как вы думаете, соответствует ли это действительности картина? Ну, тяжело себе представить, что, ну, во-первых, это не в овальном кабинете, а там иной формат будет. Ну, там за обедом Трамп а давайте теперь послушаем, что там Набуна прописала. Ну, мне кажется, что как раз вот этот пленочный скандал, с пленки Миндича, точнее, ну, благодаря новоиспеченному герою Украины Покладу, ну, подозреваю, что он таки вытащил устройство, на которое писалось. А без этого это все можно, знаете, искусственный интеллект и прочее. Ну, а фантазировать, в какие формы может принять изнасилование Зеленского Трампа, ну, давайте не будем. То есть, впадать в эротические фантазии. Ну, хотя время вечернее, но еще не Да. ночное. Да. Нет, ну предъявить нечто можно, как говорится, и не обязательно за столом. Это обычно делают другие люди. Так он не Других понимает никого. Причем здесь? Ну вот вы же понимаете, что вот этот Будапешт, если он состоится, это же, ну понятно, плевок в старую Европу, да, потому что Трамп, во-первых, он кучу зайцев убивает. Он, во-первых, друга поддерживает на выборах. Ну, представьте. Да, То есть да, да. друга... Он уже сказал, что про 28 пунктов, благодаря которым по его поддержке Орбан опередил соперников. Ну, все нормально. Друга поддержал. Урсуле кукиш показал. Ну, вот такой политический, смачный такой. Говорит: ух тебе, Урсула, со своими там ценностями. Вот у меня есть друг Орбан, мы у него саммит проведем. То есть он вообще в шоколаде в этой ситуации. Орбан в шоколаде. Путин в каком шоколаде? Вот только вдумайтесь. Вот эти все «Россия изолирована навсегда». Вот это все там, цивилизованный мир, вот эти нарративы. А тут он прям приезжает в Европу. Только Украина. Вот только Украина в крови и в дерьме. Ну, Что есть, то есть. получается, что, ну, как бы, ну, это просто вин-вин-вин, и только мы тут немножко обгадились жиденько. Потому что, условно, ну, можно же было сыграть по-другому.
Можно было сыграть в другую игру, хотя бы когда Трамп пришел. Можно было там Трампу подыграть. Но мы подыгрывали другим силам. Так Почему? мне просто мне до сих пор интересно, кто брифовал Зеленского перед первой поездкой, ну, перед первым овальным кабинетом в феврале. Ну, это явно человек, который даже, ну, люди из МИДа или там, администрации офиса президента, которые занимаются внешней политикой, ну, хотя бы должны были опусы Трампа почитать для начала, ну, чтобы понять, с кем имеешь дело. Ну, похоже. Ну, что поделаешь. Трудсковецкая школа дипломатии. Виталий, добрый вечер. Александр Андрей Владимирович, вопрос. Вы говорили всегда, что Зеленский считает себя фартовым, а тут два прокола подряд. Неудобная ситуация с паспортом Труханова, которая, похоже, не понравилась Ми-6, судя по Христогрозеву, и конфуз с томагавками. Может, Зеленский такие не тем богам молится? Заранее спасибо за ответ. Ну, судя по окружению, золотому тельцу, мамоне. Вот. Ну, а прокол, ну, это опять найдут крайнего, там, может быть, там, не состоятся некоторые кадровые перемещения, о которых поговаривали в последнее время, там, одного на МВД, другого там на СБУ, может быть, или может быть наоборот, как говорится. Вот. Но виноватым себя такие люди, во-первых, склонные к такому самолюбованию и завышенной самооценке, они себя виноватыми никогда не считают. И источники проблемы ищут во внешних факторах. Вот. Там, в предательстве, там, кознях врагов и так далее, но не в себе. Так, следующий вопрос. Андрей Владимирович, Польша отказала Германии в выдаче украинца, обвиняемого в теракте на Севморпути. А ранее такой же отказ был со стороны Италии. Неужели Германия настолько слепа не видеть главных своих врагов по периметру своей границы, а видеть их в далеком Кремле, который вполне себе германофильский? Ну, как-то так. Но знаете, когда безумие становится государственной политикой, ну и не такое. Ну, знаете, ведь что мы наблюдали? Тут предупреждали же, что к чему может привести, ну, переориентация рынка энергоносителей с более дешевых на более дорогие. Предупреждали, чем может обернуться вот этот зеленый блудняк. Предупреждали. Предупреждали, чем может обернуться потеря рынков. Ведь, ну, хорошо, там нулевые Китай закупал там манесмановское оборудование. Ну, сегодня интерес Китай сам с усами. Поэтому вот и случилось вот такое чудо, германское экономическое чудо в кавычках. То есть, когда из плюсов Германия, она зарабатывала больше, чем тратила. Я не раз говорю, Меркель уходила, у нее был 100 миллиардов евро профицит бюджета, федерального бюджета. А сегодня минус 25 дефицит. Вот. И поэтому Германия, по-моему, сама себя загнала в такое положение. Ну, очень комфортные времена, комфортные, безопасные времена порождают очень слабых политиков. Вот это мы сегодня и наблюдаем. Деградацию политического класса Германии. Да, значит, друзья, мы в прямом эфире. Спасибо большое, что ставите лайк. 20:09. Сегодня сообщают, кстати, о том, что а, ожидаются ракеты по Украине, перемещение стратегов на территории Российской Федерации. Тем более, что, давайте так, были достаточно болезненные удары по заводам, да, со стороны Украины. То есть это вот работа ВСУ продолжается. И, в общем, то, что нам особо не рассказывают, не подсвечивают. Хотя, давайте так, ГУР Ну, публикует. абсолютно. Да, Александр, это факт, это факт. Вот то, что сейчас происходит, удары по НПЗ, удары по украинской энергетической инфраструктуре, это факт. Остальное фантазии на тему, что война вот-вот и все, но это фантазии. То есть никто же не приводит никаких фактов в пользу этого. Фактом было окно возможностей, возможно, встреча в Будапеште. Но это окно возможностей. Оно далеко не всегда используется. Нет, ну, безусловно, я просто хотел сказать о том, что
идет вот этот размен жесточайший. И опять прошлой ночью летела по газоструктуре, энергоструктуре. То есть, может быть, перебои, могут быть, и уже есть перебои, и будут дальше усугубляться перебои со светом, с теплом, с водоснабжением. В общем, это все вот такая Ну, вот да, картина. остается только молиться, чтобы не было экстремальных морозов. Ну, как-то прошлую зиму нам повезло, но если, не дай бог, будет там минус 10, минус 20, ну, Миллер предупреждал, что Россия ожидает экстремально холодная зима, там с морозом минус 25 от Мурманской области до Краснодарского края. Это коснется и Украины. Вот. А тогда хавайся, ну, осваивайте как слив воды с систем теплоснабжения в домах, иначе порвет. У меня в молодости был такой опыт там, спасения замерзающих домов, запаляли. Никому такого не пожелаешь. Значит, вопросы из чата. Пожалуйста, друзья, пишите вопросы в чат. Господин Золотарев, а вы считаете, что руина хуже того, что сейчас происходит на Украине? Кто из уехавших политологов, из Украины уехавших, рискнет вообще вернуться? Ирина спрашивает. Дурных нема, но я вот не уехал. Пока. Может завтра случится так, что придется и уехать. Ну, знаете, когда вот Не, создают такие... зарекаться нельзя, да. Я не зарекаюсь, я не... Ну, пока я здесь. А, знаете, даже на посол Бюргер-Бильд в Германии, ну, можно не шикуя, но вполне по-человечески нормально прожить. Вот, и возвращаться сюда в неизвестность, где там, как говорится, с тобой может произойти все, что угодно, с твоим имуществом может произойти все, что угодно, и человеческая жизнь сегодня копейка, а завтра полушка. Ну, дурных нема. И поэтому очень многие, большинство из уехавших, я не говорю про политологов, в лучшем случае в Украину вернется 25% от тех, кто уехал после прекращения огня. В лучшем случае. Это процент тех, кто вернулся в Боснию и Герцеговину. Ну, там все-таки война, там не было такого же скача, как здесь. Так, ну что, вроде как встреча Зеленского и Трампа задерживается на 10 минут. Морские пехотинцы и журналисты выстроились перед входом в Белый дом, но пока ничего не происходит. Все ждут, чем как бы сердце успокоится. Ну, задерживается, это не задержан, по крайней мере. Это, кстати, да. Ну, вообще, конечно, такая достаточно гнетущая пауза, судя по тем кадрам, которые приходят оттуда, вот, ну, вот из трансляции, ждут же все, как подъедет машина, выйдет Зеленский, поздоровается с Трампом и пойдет дальше обед кушать. Ну, это тот обед, который, помните, не доели, когда Ага. приезжали в прошлый раз. Там же тоже Ну, должен был быть ужин. там хорошее меню, я смотрел, там публиковали. Ну, в принципе, э, готовят, я думаю, вкусно для Белого дома. Это точно. Вкусная и здоровая пища. Так, тут Ева пишет. Шелест, какое твое настоящее имя? Александр или Алишер? Ева, Искандер. Ой, смешные вы такие, ребята, спасибо вам Да. большое. Тут, нет, действительно, тут все как бы напряжены, что же, как же, вот сейчас же это сейчас решится. А вот тут такие вопросы. Да, потрясающе, друзья, спасибо большое. Ну да, судя по всему, томагавки уже уходят в сторону. Ага, нет, ну, уже пишет, знаешь, что томагавки, не вот буквально, когда у нас была пауза, что томагавки ничего не решают в этой войне. Ну, в общем, песня понятная. Виноград зелень. Ну, у подофисных телеграм-каналов. Ну, что ж. Жанет Бачурина спрашивает. Здравствуйте. В 22-м в Германии украиночки с флагами ходили, и все на украинском. Теперь флага Украины не увидишь. Мовы особо не услышишь. Объясните, почему. Спасибо.
Ну, знаете, во-первых, психологический настрой был. Ну, многие были, оказавшись в безопасности и, как говорится, получая, ну, в 22 году вот-вот война, вот-вот и победа будет. Ну, были на таком состоянии эйфории, психологического подъема. И это, да, это легко позволяло собирать, как говорится, такие бродилки проукраинские, там не только в Германии, но и в других странах Европы. Ну, теперь настроение иное. Ну и плюс изменилось и отношение к украинцам, не в лучшую сторону. Ну, Польша, классический пример. Хотя Польша имеет прямую выгоду. Ну, кто заменил польских сантехников и электриков, которые трудятся на Британских островах сегодня? Украинцы, украинцы закрыли этот демографический провал для Польши. Вот кто украинцам закроет? Ну, бангладешцы, я же об этом говорил. Вот теперь уже об этом говорили, о том, что ну, надо будет, повезут миллионы. Ну, к этому все идет. Вот только боюсь, в этой Украине не будет места для садка вишневого коло. И это будет совершенно с иным цветом кожи и акцентом страна. Поэтому и в Германии, и в Польше, ну, какое-то время, да, там в 22 году действительно это очень многие медицинское обслуживание, пособие, ну, для многих в жизни удалось. Жилье шикарно, в Украине такого не имели. И понятно, эти люди были, как эти люди были настроены, как они настроены сейчас. Сейчас они понимают, что этот праздник жизни заканчивается, подходит к концу. Ну, или надо идти работать. А в Германии там, 3 раза не пришел в джоб-центр, лишают пособия. Ну, поэтому, да и в Польше условия радикально ухудшились, многие потянулись в Испанию, в Италию, в Германию. Поэтому все проходит. И хорошее, и плохое. Ну, в том числе поэтому 20, то, что было в 22 году и в 25-м, это небо и земля. Так, ну смотрите, какая-то достаточно интересная история сейчас. Пока сообщений нет, да, пустота. Ну вот ждем, начнется эта встреча. Обязательно все проанализируем, обсудим в шуме, да, вот после эфира. Я просто вот на что хочу обратить внимание, на то, что как бы показывают, демонстрируют вот эту штуку, ну, как имеется в виду, жил Зеленский. Там вообще все рядом, ну, по плану даже. То есть, как бы, ехать никуда не надо. Ну, понятно, что, наверное, его подвезут для красивой картинки, но по большому счету там все очень рядышком, к лужайке Белого дома. И там оцеплено полицией так, как прям вот вообще мама не горюй. Бульдозеры стоят, перекрыты дороги, ну, чтобы Зеленский в безопасности прошел. А Зеленского все нет. Странная история, то есть, ну, это может, конечно, Трамп задерживается, вряд ли Зеленский бы позволил бы себе опоздать на эту встречу. Ну, в общем, пауза такая гнетущая. Я прекрасно помню, как задерживался Виктор Андреевич Ющенко, даже во время своей избирательной кампании. Ну, это было нормой. То есть, чтобы кандидат в президенты куда-нибудь не опоздал, это был нонсенс. Вот. А мало ли там, может, совещаются, может быть. Ну Да, да. действительно. Вряд ли бы Зеленский себе позволил задержаться. То есть вызвать гнев и неудовольствие Трампа на ровном месте. Ну, это как-то. Марина задает вопрос в чате. Саша, на Украине погибло порядка 800 тысяч человек, 1,5 миллиона инвалидов. Граждане понимают ужас трагедии? Знаете, ну даже если погибло 200-300 тысяч, по-моему, это трагедия и ужас. Вот. А цифр, реальных цифр мы пока не знаем. Пока это только предположение. Понятно, что и год назад, когда Зеленский ляпнул про 40 тысяч погибших, это ну, абсолютно не билось. Тогда говорили 100-150, не меньше. И я думаю, что эта цифра за этот год увеличилась как в 1,5-2 раза. Отталкиваясь от того, что говорят люди, которые видели и туда, куда свозят погибших, там в Харькове, в Днепре, вот 200-300 человек в день. Ну, иногда.
200-300. Когда дни спокойные, там до 200. Да, друзья, всем большое спасибо. Значит, вроде как подъезжает Зеленский, все, Ну, да. всех успокоили, что все нормально, хотя вот уже, если честно, где-то там затаилась какая-то, ну, такая Зра. нехорошая мыслишка, да, то есть, но, в общем, да, все-таки подъезжает, и, судя по всему, э, будет, дело будет. А, Будем, конечно, наблюдать за всем происходящим, но опять-таки встреча девальвирована, встречей в Будапеште, да, следующей неделе или в районе 2 недель. Телефонным звонком 2 часов. Но это для телефонного звонка это немало. Ну, а тут, знаете, но, к сожалению, происходит, вот вы упоминали Труханова, тут еще и с третьей штурмовой, то, что ведь, обратите внимание, ведь сразу идентифицировали третья штурмовая, моментально. То есть, когда, допустим, какой-то священнослужитель где-то проштрафился, если это ПЦУшник, пишут просто священнослужитель. Но если УПЦ, везде подчеркнуто ПЦ, МП, точно так же и здесь. Это вот то, что происходит, я охотно верю, что так и было, что там был беспредел, бандитизм и рэкет, но не является ли это уже таким прогревом к выборам, опусканием немножко разогнавшегося Белецкого? Особенно после публикации рейтингов 20-12%, ну, которые, возможно, проголосуют за партию Белецкого. То есть, возможно, кто-то решил его немножечко попустить. Вот, поэтому война войной, а перегоны по расписанию. Тут просто другой момент, ну, обидно, что а сколько такого делают эти бойцы третьей штурмовой, что не попадает в поле, ну, зрения. Ничего, знаете, ничего удивительного, специфический контингент. Вот, ну, знаете, ведь вы назвать вещи своими именами. Воевавшие в рядах ВАФ-НСС были отличными бойцами. То есть, если брать роту эсэсовцев, там, допустим, того же Дасрайха, ну, и американскую, то есть 1 к 1,5, 1 к 2, то есть стоило 2 бойцов. То есть были очень боеспособные, действительно мотивированные, идейно накачанные, физически хорошо развитые, но бэкграунд, теневая страна. Так же и здесь. Боюсь, что когда мы говорили про руину, вот, очень многие, которые вернутся с войны, где все было черно-белое, вот, и все решалось очень просто. Вот, не найдя никаких перспектив в мирной жизни, ну, пустятся во все тяжкие. И это будем хлебать еще полной ложкой. Да, друзья, ну, знаете, что как бы хочется сказать напоследок нашего сегодняшнего эфира, так мы, собственно, и не дождались Зеленского, но я думаю, что все поймут, к чему Никуда. этот. Мы-то не дождались, но тут понимаете, в чем вопрос? Тут интересен вопрос графика, насколько жесткий он у Трампа. Там же в 22:00 он адиос. Да. Не, ну 22 это по Киеву, а по Вашингтону в 15:00 адьос, вертолет Сикорский возьмет курс на Флориду. Ну, я просто к тому, что, может, Зеленский специально, чтобы меньше провести времени. Слушайте. Трамп сидит в овальном кабинете с певцом Андреа Бочелли. Вот. Ну, ему там, наверное, интереснее сейчас. А Зеленский опаздывает. Может, наверное, предупредили о том, что... Гимн Украины. Ну, слушайте, еще и воткнуть кому-то в расписание Трампа перед Зеленским певца Бочелли, при всем уважении, конечно, к этому разговору, но это, конечно, нечто. Еще один представитель шоу-биза. Вот такой шоу-бизнес у нас сегодня. Андрей Владимирович, спасибо вам большое за время и мысли. Да? Взаимно. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.